Друзья, всем привет, с вами Сергей. Сегодня сделаем небольшой обзор-распаковку на мое недавнее приобретение, а именно купил себе торцовочную пилу от компании Harvey Ross, модель GIB 7355A. Сегодня сделаем небольшой обзорчик, распаковочку, ну и, конечно же, попробуем в работе. Я думаю, многие мастера со мной согласятся, что данный станок, именно торцовочная пила, незаменима в любой мастерской. Итак, давайте приступать и первым делом сделаем распаковочку. Как видим, пила пришла в коробе из плотного гофрокартона. Вес данной коробки составляет 21,8 кг, почти 22 кг. Сейчас все достану из короба и более детально рассмотрим комплектацию. Хотелось бы обратить внимание, как все добротно упаковано. Везде все в пенопласте. Сверху у нас есть отдельные ложементы, где у нас хранятся все комплектующие. То есть можно не бояться за транспортировку данного станочка. Итак, друзья, достал пилу из короба. Как видим, она поставляется почти в собранном виде. Нам останется установить мешок для рукоятку, прижим. Также нужно будет установить винт для регулировки глубины пропила. В комплектации также видим запасные щетки. Это, конечно, тоже очень радует. Также есть вот такой ключ для смены пильного диска и инструкция на русском языке. Сборку начнем с установки ручки. Далее установим мешок, нажимаем на хомутик и устанавливаем. Все готово. Для удержания заготовок используют специальный зажим, который идет в комплекте. Выполнен очень достойно. Устанавливать можно как с левой, так и с правой стороны. Вот таким вот образом. Ну и в заключение нам остается установить болт глубины пропила пильного диска. Устанавливается на штатное место. Вкручиваем на нужную нам глубину и контрим. Друзья, ну а вот как выглядит наша пила в собранном виде. Просто идеально. Ну и давайте сейчас затронем технические характеристики и более детально рассмотрим нашу пилу. Ну а начнем мы с сердца любого станка, как говорится, это двигатель. Номинальная мощность данного двигателя составляет 2,2 кВт, 4000 оборотов в минуту. На пилу установлен 355 диск с посадочным диаметром 30 мм. Данный диск демонстрирует отличные показатели глубины и ширины реза. К примеру, для заготовки высотой 95 мм ширина составит 180 мм, а при высоте 110 мм ширина будет равняться 140 мм. Это делает пилу универсальным инструментом для работы с различными материалами. Поворот основания осуществляется как влево, так и в правую сторону на 45 градусов. Угол наклона пильного диска составляет также 45 градусов в левую сторону. Пила имеет усиленный алюминиевый упор. На одной из сторон мы видим гравировку линейки, что очень удобно, когда нарезается огромное количество мелких заготовок. С другой стороны есть также подвижный упор. Вот таким образом двигается. Не забываем его сдвигать в такое положение, когда будет угол наклона диска 45 градусов. Для работы с длинными заготовками присутствуют раздвижные упоры. Откручиваем винт и выдвигаем наши упоры. Для упора заготовки используются специальные флажки. Размер основания с открытыми расширениями составляет 1070 мм на 360 мм. А размер основания с закрытыми расширениями составляет 659 на 360 мм. Из удобств хотелось бы отметить присутствие лазера. Включение происходит клавишей, которая находится сбоку. С завода
линия лазера находится по центру диска. Также мы можем отрегулировать линию лазера слева либо справа от диска. Питание лазера идет от двух мизинчиковых батареек. Для удобства переноски пилы используется специальная ручка, а также есть фиксатор. Нажимаем на ручку и открываем фиксатор. Все, можем приступать к работе. И также для переноски. Нажимаем ручку, фиксатор. Все, можем переносить нашу пилу в любое место. Также хотелось отметить блокировку двигателя для смены пильного диска. Ну и также большим плюсом считаю, что защита пильного диска здесь прозрачная. Я думаю, пришло время сделать пробный запуск. Как видим, присутствует плавный пуск, но электронного тормоза нет. Я считаю тоже это небольшим минусом. Ну а теперь, друзья, давайте проверим перпендикулярность реза. Взял вот такой брусок. Зажмем струбцинкой. Теперь брусок перевернем и проверим, все ли плоскостя у нас совпадают. Смотрите, все как четко. Нигде никакого зазора нет. Чтобы проверить угол перпендикулярности стола, взял вот такой обрезок МДФ и сейчас методом 4 резов проверим угол. То есть делаем базу, затем прислоняем таким образом и так 4 раза. После 4-го раза у нас должно быть угол 90 градусов. Итак, давайте проверять. Смотрите, как все идеально. Далее проверим угол 45 градусов. Сначала выставляю с правой стороны. Теперь ставлю угол 45 в другую сторону. Теперь устанавливаем детали вот таким образом и измеряем угол. Как видим, просто идеально. Никаких зазоров, ничего нет. Друзья, и это все получилось прямо из коробки. То есть я ничего не настраивал. Друзья, вот такой получился небольшой обзорный ролик. Торцовочной пилой я доволен на 100%. Из минусов хотелось бы отметить, это то, что лазер установлен по центру пильного диска и будет периодически забиваться, то есть его нужно будет чистить. Ну и второй минус для меня, это то, что отсутствует электронный тормоз. Из плюсов хотелось бы отметить, это мощный двигатель
2,2 киловатта, присутствие плавного пуска, ну и, конечно же, большой пильный диск 355 диаметром, что позволяет нам работать с большими заготовками. На этом будем заканчивать. Обязательно напишите в комментариях, как вам данная торцовка. Возможно, уже кто-то работал на такой торцовке и поделится своим мнением. Всегда буду рад вас выслушать и ответить на ваши комментарии. На этом все. Всем пока. До новых встреч.